Так, сегодня по просьбам телезрителей, просят люди, которые выбирают себе мотоблоки, рассказать, что это за зверь у меня. Люди себе прицениваются, сравнивают с другими мотоблоками. Ну, я буду рассказывать с той позиции, что я владею им 4 года. И что, собственно, за 4 года мы с ним пережили. И мои ощущения после пользования этим мотоблоком. Ну, для начала, что это? Это Зирка 61. Ну, когда я ее покупал, ее уже называли Мустанг. Потом, как ее только не обзывали, куча клонов. Но, по всему прочему, это та же Зирка 61. Еще, скажем, до той поры, как массово появились клоны на рынке. То есть, когда я его брал, то, в принципе, звезда уже с рынка уходила, 61-я. Начали только появляться клоны, это один из них. Но еще не было такого массового клонизма мотоблока. Так что я считаю, что это все та же добрая 61-я звезда. Вот. Ну и обзор, что собой представляет. Сначала поверхностный. Представляет вот такой вот агрегат. Укомплектовал я его с фрезой. Сегодня будем под клубничку фрезеровать такой участочек, под маточник. Заодно и посмотрим, как она себя ведет. Так, что по мотоблоку? Двигатель, самое сердце мотоблока. Двигатель дизельный на солярке 175 R175. Значит, тут, конечно, уже сказывается немножко веяние клонов. И по мануалу в этом двигателе всего-навсего 6 лошадей, даже нет, 5,6, по-моему, лошадей. Ну, а здесь, конечно, продаваны, или китайцы по просьбе продаванов уже цепляют этикеточку, модель GRQ78, 8 лошадиных сил. Конечно, на 175 моторе никаких 8 лошадиных сил нет. Это сейчас такая распространенная фишка у продавцов, выдавать желаемое за действительное. И обычно вот на этих этикеточках берут эти этикеточки, не знаю где, приклепывают, указывает 8 лошадиных сил. Приходит покупатель, ему говорят: вот этикеточка, вот GR78, 8 лошадиных сил. Берут денежку больше, чем положено, а на самом деле покупатель получает совсем другую мощность мотора, которая не соответствует надписи на этикеточке. Ну, что по моим ощущениям по мощности мотора? В принципе, вот у меня фреза на 80 сантиметров. В принципе, мощности можно сказать, что хватает. Ну, хотелось бы, конечно, на пару лошадей больше. Вот 8, наверное, ему оптимальный, конечно, вариант. Лошадей 6, конечно, немножко маловато. Но для его веса 8 хватит за глаза, а больше 8, я считаю, просто не нужно брать мотоблоки с лошадьми, с мощностью лошадиными больше 8, потому что, в принципе, она уже избыточная. И для его веса в 210 килограмм, которых он весит, ему 10 лошадей уже, в принципе, не нужны. Потому что есть соотношение мощности к весу агрегата. И вот ему 8 лошадей, лично я считаю, за глаза хватает. Ну, 6, в принципе, тоже хватает. Но хотелось бы, конечно, больше. Ну, как на меня. Хотя бы там одну лошадь или 2. В общем, 8 самые оптимальные. Ну, на 10 сильных идет уже фреза 1 метр. Может, это и лучше, может, это и хуже. Но мне это не надо. Потому что 80 мне хватает тоже за глаза. Ходить по саду, ходить по клубничке. Метро и мне уже много. И даже если бы она была 60 сантиметров, было бы еще лучше. Потому что мне в междурядях 60 сантиметров как раз бы было хорошо туда заходить. А так она 80 миллиметров. И приходится немножко уже там изворачиваться, чтобы залезть в междурядье 60. Вот так вот. Что дальше? За 4 года... ну, сначала надо те характеристики рассказать, конечно.
Значит, вес 210 килограмм, я сказал. Скаты китайские, родные, после 4 года. Значит, 6 дюймов на 12. Родные. За 4 года не менялись. Ремни здесь стоят. За 4 года тоже родные. Не менялись. Значит, по компоновке. Это бак, это радиатор. Есть мотоблоки продают. Системой типа самовара она называет ее часто люди. Значит, радиатора нет, есть просто бачок, в котором вода закипает. Лично я считаю, что это, в общем, каменный век. А мы живем как бы уже немножко в другом столетии. И баковая система, лично я считаю, это лично мое мнение. Она, конечно, хорошая, но она хорошая на генераторных установках, допустим, там, где нагрузки постоянные. Он постоянно перед глазами. Нет, скажем, рывков. Там эта система, в принципе, оправдана. А здесь мотоблок, то есть тот же трактор. Здесь большие нагрузки, знакопеременные. То есть есть рывки, есть подрывы, есть развороты, повороты. Добавил газу, убавил газа. То есть очень интенсивно мотор меняет свои режимы работы. И там баковая система, в принципе, я считаю, не годится. То есть здоровье это ему не добавить. Есть, конечно, очень большие любители этой системы. Там говорят, что все гениально и просто. Ну, лично я считаю, что лучше ездить с радиатором, который у меня за 4 года ни разу не закипел. Вот. Температура его держится в пределах 80 градусов, так как я определял. То есть это не 90 градусов, как там книжкам пишут. Ну, 80 он нагоняет, 70-80 он работает. При паковой системе жидкость, вода, то есть закипает. Это все там бурлит, выплескивается наружу. И, собственно, это нехорошо. Вот даже есть такой маленький вот нюансик. Пыптик выведены в сторону водителя. И бывает, едешь по трассе с прицепом, срабатывает клапан паровой, и струя летит и прямо тебе на ноги или в грудь богатырскую. То есть это такой недостаточек китайцев. Что этот пыптик не забыл сюда вывести или на бок. Надо обязательно вот вывести было на водителя, чтобы его немножко там поливало росой, чтобы он за рулем не заснул. Вот такие дела. Бак, емкость бака. Ну, по-разному я встречал у продавцов, в характеристиках, там и 6 литров, и 5 литров. Ну, у меня влезает 8,5. Не знаю, как они там мерили. У меня 8,5. Я перемерил, вливал по литру, делал себе щуп. Значит, мерять объем бака. Вот у меня влезло 8,5 литров. Ага, и самый главный вопрос. Сколько прет и сколько жрет. Значит, прет по GPS 20 километров в час законных. Но здесь есть один нюанс. Вот это вот регулятор газа, когда его ставишь на полный газ, скажем, допустим, мощность, вот, то еще, я это называю резервным газом, можно газ добавить. То есть нажать, и там вон рычажок еще двигается. Вот, если ближе подойти, вот этот рычаг газа, еще нажать, и на полном газу еще можно его потянуть. То есть вот мотоблок идет 24 км в час максимум. Но вот эта вот штучка не позволяет, ход этой штучки, не под плечо вот это вот, не позволяет полностью провернуть плунжер, то есть дать полный газ. То есть где-то оно дает процентов на 85 всего газа, который можно дать. Вот. Так что люди эту штучку меняют, я не меняю. Я на всю мощность не езжу. Вот если мне надо, я себе просто вот так ногой ложу, когда на прицепе, и он тогда максимально развивает скорость. То есть таким образом компенсирую этот недостаток мотоблока. Значит, что по управлению этим мотоблоком? Мотоблок имеет разблокираторы. Значит, в нормальном состоянии все колеса заблокированы. Вследствие чего его большого веса очень сложно не поворачивать. Для этого существуют разблокираторы. Правое колесо отсоединяется от трансмиссии, левое колесо
подсоединяется. Нажать на оба, значит остановится, два колеса разблокируется. То есть когда нажимаешь на левый разблокиратор, отсоединяется левое колесо от трансмиссии, и он, соответственно, начинает поворачивать влево. Правый, значит вправо. Два нажать, остановится. Единственный нюанс при управлении с горки, когда идешь, то получается эффект обратный. Нажимаешь разблокиратор левый, он начинает поворачивать вправо. Почему так происходит? Потому что отсоединяешь от трансмиссии левое колесо, вес, он с горы идет накатом, и под своим весом он поворачивает совершенно в другую сторону. То есть здесь надо быть очень аккуратно, потому что можно заехать туда, куда не надо. Вот. По безопасности управления, значит, к нему надо приноровиться. Потому что за 4 года он меня лично 2 раза сбрасывал с прицепа. Первый раз, когда я только еще с ним знакомился. И второй раз уже в этом году. Как произошло, ехал я с прицепом, сидел, держался за ручки. Колесо правое попало в канаву, заблокировалось. Он, соответственно, резко вильнул влево. И меня, так как я держался за эти рога, унесло на 2 метра от мотоблока, где я благополучно приземлился, без царапин, а мотоблок заглох. Ну, вследствие того, что у меня там прицеп так сделанный, что он при том положении, когда складывается, он просто глохнет. У меня такое примитивное предохранительное устройство. Вот. Так что с ним надо быть очень аккуратно. И третий нюанс у меня с ним был, когда я в саду обрабатывал междурядье, он сдавал назад очень тихонечко и, собственно, спиной уперся в ветку, а он этой дугой припер меня к ветке. И, собственно, ну, хорошо, я не запаниковал сразу. На фрезеровке это было. Ногой выбил фрезу, нажал сцепление, выбил передачу. Он откатился назад, ну, придавило меня так довольно чувствительно. 3 дня я чувствовал последствия этого. Вот. Бывает, попадается информация о том, что людей задавливают таким самым способом, этой дугой, насмерть. Здесь надо быть очень аккуратно при сдавании назад, потому что эта функция у него очень опасная и никак не предохраняется в стоковом варианте. Там есть люди на форумах, казачок такой, он сделал рамку предохранительную, молодец, жик, честь ему и хвала. Я вот все никак не сделаю, все собираюсь, да некогда. Надо, конечно, здесь какой-то предохранитель от этого дела, потому что штука действительно опасная и нехорошая. При работе где-то около забора или в саду надо быть предельно аккуратным, потому что бездушная машина задавит и не поперхнется. Так, ну и еще раз, давайте теперь отсюда пойдем по порядку. Двигатель R175, 6 лошадей максимум. Значит, без стартера он у меня заводится ручкой. У меня это не вызывает никаких, в принципе, проблем с заводом ручкой. Проблемы начинаются, когда он начинает барахлить. И тогда, там, допустим, не заводится, и тогда надо ручкой маслать очень много. И тогда уже, да, тогда уже из тебя пот бежит. И уже начинаешь задуматься о том, что ж я гад со стартером не купил. Ну и кроме того, если там женщины ездят на прицепе, бывает у меня иногда там, то для них завести мотоблок, это, конечно, пока они не умеют этого сделать, силенок у них не хватает. Хотя для меня, в принципе, это не вызывает никаких проблем. Так, как я и сказал, здесь вон стоит вентилятор, там радиатор. Охлаждение здесь термосифонного типа, то есть горячая вода и здесь холодная вода, здесь горячая, разная плотность, горячая поднимается наверх, холодная опускается вниз, примитивные. Объяснять я не буду, почему так. Может, другое видео сниму, если людям будет интересно. Потому что прочитать можно, что такое термосифонная система. Вот. Ну, особенность этого двигателя моего мотоблока в том, что стоит радиатор, и вода охлаждается принудительно вентилятором, что, в принципе, способствует лучшему охлаждению
и лучшему температурному режиму двигателя. Тут стоит генератор. Такой себе. Вот дождь пошел. Вот это я на фрезеровку вышел. Молодец. Вот. Ну, дождь нас не пугал никогда. Не сахарный. Стоит генератор, который дает напряжение, который это ток на фару. На фару. Вот. Провода от фары висят. У меня на тумблер провода не выведены. Он там есть у руля. Я, когда включаю фару, я просто эти два проводка соединяю между собой, и фара загорается. Значит, фара вот такая. Там стоит галогенная лампочка внутри. Ну, так сказать, чтобы там от нее такой свет был ахти. Очень классный, как в рекламах пишут, что вот, можете работать ночью. Она вам светит, вы все видите. В общем, ни хрена не видно, ничего не видно. Я бы сказал, что она здесь больше для того, чтобы видеть хотя бы в какую ты сторону едешь. И самое главное, чтобы тебя видели на дороге. Вот. А так, в принципе, от нее нет какого-то кайфа большого. Вот. Значит, вот этот выключатель. Вот он, который должен включать фару. Такой тумблерок, который китайского качества, у многих не работает. Здесь у меня уже была такая черная штучка специальная для захвата пальцев. Ну, как обычно, стандартно. Но она где-то от вибрации улетела. Значит, что касается вибраций. Значит, одноцилиндровый двигатель горизонтальный дает вибрации очень приличные. И если вы думаете, что при покупке этого мотоблока вы не будете чувствовать на руку и у вас все комфортно, то такого не будет. Все-таки вибрации есть. И довольно приличные. И, ну, надо понимать, что вы не заплатили деньги за очень качественный там итальянский мотоблок. Заплатили за китайца, и потому за эти деньги вибрации вам обеспечены, неизбежны. И, в принципе, с этим практически нереально бороться. Так что вибрации будут, и если вы день будете с ним работать, то, конечно, будете чувствовать на вечер усталость в руках, потому что вас трясет. Но со временем вы уже научитесь работать, не держа его в руках вообще, а только поддерживая одной рукой. Что я, в принципе, и делаю, потому что ходить за ним целый день тоже тяжело. Потом к нему приноравливаешься, и на эти вибрации уже внимания не обращаешь. Ну, с той точки зрения, что это до здоровья вашим рукам не добавляет, то это, да, есть такая проблема. Так что, когда будете покупать, то надо знать, что вибрации есть, и, в принципе, они чувствительные довольно. И, ну, вот так вот имеем, что имеем. Коробка имеет, у меня старого типа, есть нового типа коробки, у меня старого типа коробка, имеет 3 передачи. Вот. Первая, вторая, третья. И эта передача задняя. Ну и кроме того, она имеет половинку. То есть это у меня пониженные, на себя это повышенные. И опять же имеет повышенных 3 передачи и заднюю. То есть фактически он имеет, если так чуть-чуть это неправильно говорить, но если так говорить, то 6 передач. 3 передачи пониженного ряда, 3 передачи повышенного ряда. Это 6 передач, одну передачу пониженного ряда заднюю, и одну передачу повышенного ряда заднюю. То есть и 2 задних. 3 и 3, 6 и 2 задних. Это его коробка. Коробка, в принципе, сделана неплохо. И те диапазоны, которые есть на коробке, особенно на нижнем диапазоне, они позволяют закрывать все нужные скоростя, которые вам при обработке грунта надо будут. Ну, а транспортные я пользуюсь 5, 6, 4, в принципе, очень редко пользуюсь, только если где-то чуть-чуть там очень аккуратно треба в лесу проехать, тогда включаю 4. Или на повороте под какой-то крутой бугор выезжаю, 4 включаю. А так, в принципе, 4 транспортную я даже никогда не использую. В основном езжу на 6, и это нормально. Значит, дальше. Производитель обещает по мануалу на крюке 1,5 тонны усилия, то есть на крюке, что такое крюк, да? Это что, не все поймут, что это такое. Крюк, это имеется в виду вот этот вот палец. Сейчас прицеплена фреза.
когда в транспортном положении фреза снимается, ставится вот эта плита. Вот так она туда цепляется. Здесь палец стоит, соответственно, и к нему чіпляется дышло прицеп. Так вот, на этом пальце тяговое усилие 1,5 тонны. То есть, если это в буквальном смысле понимать, то мотоблок может тянуть 1,5 тонны за собой. Но тут есть один нюанс. 1,5, а вес мотоблока всего 210 килограмм. То есть, ну, люди там пишут, я и возил и тонну, и 2, там, и, в общем, такое все. Я не возил. Я возил максимум 800 килограмм. И 800 килограмм, я считаю, ему за глаза больше не надо тянуть. Во-первых, это надо очень хорошие тормоза иметь. У меня тормоза на прицеп. Сейчас мы на тормозах остановимся отдельно. Вот. Во-вторых, ну куда 200 килограмм тянет 1,5 тонны, куда это годится. В общем, это 1,5 тонны имеется в виду на крюку для обработки грунта 1,5 тонны. Это да. А тянуть прицеп не надо. Это в буквальном смысле понимать. Таким способом. И, в общем, если проще, тонна, это для него много. Вот. Я вожу 600-800 килограмм и считаю, это уже для него много. Вот. Чем ограничивается вес моего прицепа? Он ограничивается грузоподъемностью жигулевских колес. Если там поставить более мощные колеса, можно его еще полностью больше нагрузить. Это да, но я не гружу больше, потому что уже при 600 килограммах он начинает становиться очень легкий руль и начинает пропадать сцепление уже с дорогой. Особенно когда ты попадаешь на какую-то скользкую там грунтовую дорогу, они начинают буксовать. В общем, тонна для него много. Хотя, в принципе, да, можно, он и 1,5 потянет, без проблем. То есть, если его сильно насиловать, то да. Еще один нюанс тут такой есть у меня. Болты, вот, которые ставятся сюда, когда установлены. Эти болты китайские вытягиваются. Когда ты тянешь за собой большой вес, они вытягиваются, и тогда вот здесь, видно, в общем, из-под этой крышки начинается плевить масло. Почему так происходит? Потому что китайцы поставили болты не очень хорошего качества. И они от той большой нагрузки, когда вы прицеп тянете с большим весом, они просто вытягиваются и послабляются. Надо тогда брать ключ, подтягивать их. Или желательно эти болты сразу поменять на нормальные. Потому что есть такая проблема. Там с завода идет 4 шпильки и 2 болта. Значит, дальше по 4 шпилькам 2 болта. Шпильки ставятся здесь и покажу на крышке. Вот здесь и здесь. Почему так? Потому что фреза имеет крепление 4 отверстия. 1, 2, 3, 4. Этих средних на фрезе нет. Вот. Когда фреза затягивается, я лично себе, когда затягивал здесь болты, сорвал резьбы. Потому что коробка чугунная, резьбы там чугунные, и чуть-чуть усилия лишнее приложил, хрусть, и вашей резьбы, собственно, нет. Но это я там покажу чуть-чуть в другом видео, наверное, потому что в этом не надо. В общем, рекомендую здесь ставить шпильки и здесь, и больше их не трогать, иначе будет у вас проблемы, так как у меня с резьбами. Их надо тогда будет перетачивать, пересверливать. И чтобы избежать этой проблемы, сразу сюда ставьте шпильки. Тогда будете фрезу легче надеть. И жить вам будет легче, потому что продавцы по-разному собирают эти блоки. И эти шпильки могут оказаться где угодно, но не там, где надо. По тормозу. Вот есть у нас тут переключатель. Это рычаг сцепления. Вот то вот желтенький. Это шкив, там диск сцепления. Есть видео, можно посмотреть, как устроен. Сцепление. Первое положение это тормоз. Второе положение. Наоборот. Первое положение это сцепление выключено. Второе положение это тормоз. Почему так? Потому что когда вы остановились и что-то там около мотоблока делаете, выжали сцепление, он имеет свойство падать. Человек покатился вперед, упал с подножки. Вот там впереди выдвигается такая подножка. Вот ее рычаг. Поворачивается, и там вот она, вон, видите, выдвигается. То есть на эту подножку устанавливается мотоблок, чтобы не падал. Ну, как обычно, он чуть-чуть сдвигается, падает. И для этого служит этот тормоз.
Значит, тормозить им, этим тормозом, при транспорте, допустим, когда вы тянете прицеп, ну, я считаю бессмысленно, потому что там такое устройство примитивное, что он не предназначен для торможения прицепа или при транспорте. Это чисто такой стояночный тормоз, чтобы удержать мотоблок, когда вы там что-то делаете. Вот, допустим, у меня сейчас фреза прицеплена, подножку я убрал, вот, и если я его вот так вот наклоню, вот немножко так, или он где-то стоит, вот он начинает сам падать и начинает, собственно, наклоняться. Эта фреза висит над землей. Вот для этого служит этот тормоз, чтобы такого не происходило. Допустим, вы стоите под уклоном, где-то под горой, остановились, вам нужно там фрезу почистить или что. Вы подножку выдвинули, и если вы на тормоз не поставите, а двигатель у вас, допустим, там заведен, то он у вас покотится и тогда упадет. Вот, собственно, для того стоит тормоз. У меня лично он отключен. То есть я его еще после второго или третьего выезда понял, что он мне нафиг не надо. Я его тупо отключил. Включается это там он тягой. Тяга у меня просто болтается для красоты. Тормоз у меня там рабочий, все нормально с ним, но я ним не пользуюсь, он у меня отключен. Пользуюсь тормозами на прицепе. Значит, вот. А когда я чищу фрезу, которая там намоталась бурьяном, то, собственно, еще одна причина, почему я отключил, потому что мотоблоком бывает пользуются другие люди, там на позочки берут. То, чтобы им лапы там не замотало, они тогда, чтобы он не падал, вынуждены глушить мотоблок. Они его глушат, тогда просто мотоблок включается сцепление, ставится передача, и он тогда уже тоже никуда не котится. Можно фрезу обслуживать. А при заведенном мотоблоке нечего там делать руками во фрезе. Там вон куча есть табличек предупредительных, что не лазьте в фрезу руками, это опасно, все такое. Ну, как обычно, народ туда не смотрит, лазит и имеет потом покалеченные руки, ноги. Посему я его отключил, потому что я считаю, что он дает лишний соблазн не глушить мотоблок. Поставил на тормоз и полез обслуживать при работающем двигателе. Там не доводилось сцепление, упало, тяга лопнула, оборвала, закрутилась, все, труба. Вот. По коробке понятно. Есть бардачок. Такой вот. Вообще-то он предназначен для ключа заводного. Вот такого. Ну, у меня там хламища всякого сложено, сколько влезает в бардачок. Столько там хламища и вложено. Так, сколько жрет? Вот не ответил на вопрос, сколько жрет. Жрет по книге 1,2 литра в час при максимальной нагрузке. Которая, в принципе, бывает очень нечасто. По трассе сколько жрет? Вот я езжу по одной этой самой дороге и на 8 километров в час, ой, не 8 в час, а на 8 километров пути он у меня сжирает пол-литра. Значит, на 16 километров он сожрет литр. Ну, получается где-то около 6,5-7 литров на 100 километров. Ну, если так считать, если кому интересно. Ну, вообще литры на 16 километров пустого прицепа. Пустого, не груженного. Если прицеп груженный, сожрет, конечно, больше. Это, скажем, он, прицеп, я. Ну, еще может какой-то там хлам небольшой, не тяжелый очень. Там фреза, допустим, какая-то. Лопата, инвентарь. Чего-то там, что там у меня в прицепе только нету. То жрет он на 8 километров пол-литра. Вот такая его жручая аппетита. Дальше. По обслуживанию этого мотоблока. Кто его купит? Нет, давайте сразу закончим с фрезой. Значит, в этом мотоблоке есть чудесная фреза, которая очень геморройно цепляется. Это такое действие очень противопоказанное. Особенно у кого спина болит. Цепляется она отвратительно плохо. Очень неудобно. И, в общем, полная катастрофа с этим цеплянием. Там люди лебедки придумают, что угодно. Ну, в общем, это пытка цеплять ее. Но при том, при всем, когда она уже поцеплена и все хорошо, и работает она исключительно хорошо,
очень классно. Мы сегодня это увидим. И глубина обработки земли 18 сантиметров. Здесь у нее стоит опорное колесо, которым регулируется глубина обработки, которое я тоже, в принципе, на вторую фрезеровку я уже вышел без него. Потому что мне лично оно просто мешало. Не то, что мешало, оно меня тупо бесило. Это я его снял. Это, значит, фреза включена, это фреза отключена от мотоблока. Включается привод на фрезу, выключается привод на фрезу. Тут все довольно удобно с ней работать. Все классно. Фреза просто выше всяких похвал. Вот, отличная фреза, отлично работает, отлично землю крошит. В общем, в работе отлично. Единственный большущий минус, что, конечно, цеплять ее. Ну его в баню, в общем. Вот. Второе. Регулируемая ширина колес. Вот тут точно не помню, сколько там ее там же по мануалу. Ой-ой-ой, сколько ж там, не помню, честно говоря. Но факт тот, что сводится буквально одно колесо где-то сантиметров на 15-20 можно свести, второе, соответственно, 15-20, значит, вы где-то колею можете регулировать в диапазоне 40 сантиметров. Вот, блин, забыл, сколько ж там колея. Ну, я посмотрю в мануале, там вставочку сделаем. Но я на своей практике, честно говоря, работаю практически всегда на одной ширине колес. И никогда его не трогаю. Вот. Ну, это лично я так. Люди работают там, может, по-другому. У них культуры разные, запросы разные. Ну, это большой плюс мотоблока, что есть регулируемая ширина колес. Так, ну и в принципе здесь мы его уже облизали. Там мы его облизали. Осталось облизать, что с ним было, как он в эксплуатации. Вот. Ну и теперь, что было за 4 года? За 4 года. За 4 года. Ну, начнем отсюда. За 4 года от вибраций. Потерялся вот этот вот пыптик под переключатель пластмассовый. Под переключатель фары. Выключатель, вернее. Дальше. Ну, он, конечно, поцарапался. Не такой красивый, как раньше. Обдерся. Но он же работал. Вот. Дальше идем. С фрезой вообще не было никаких проблем. Абсолютно. Все классно, все хорошо. Совершенно. Подножка. Вот, подножка согнулась в первый же день. Как я ей пользовался. Настолько халтурно сделано, что просто сломалась. Я там ее подваривал. И все скобу хочу переделать, а ее выбросить и по-другому сделать. И все, руки не доходят. В общем, подножки у меня очень сразу сломалась. Но это мелочь, я считаю, для мотоблока. Так, дальше. Коробка. Вообще не лазил за 4 года. Абсолютно. Нет никаких претензий. Кое-где она за 4 года начала сопливить. Там вон, где выключатель. Вот. Яблочко переключателя передач сопливит. Кое-где здесь на соединениях начала подсопливливать. Вот. На таких вот там где-то тут, там побежало немножко масла. Это, кстати, пробка заливная, резиновая стоит, куда и масло заливать, которую я тоже, только когда купил по дурости, первый раз туда и залил, и больше не заливал. В принципе, с коробкой не было вообще никаких проблем за 4 года. Абсолютно. Ну, кроме того, что там болты на фрезе, резьбы посрывались. Нет никаких претензий. Ага, ну, здесь крышечка отпала. Вот она тут приваривалась. Это все дело от вибрации немножко отлетает. Вот, сцепление мазалось регулярно. А диск у меня не той стороной стоял. Это, наверное, уже у нас перевернули. Вряд ли китайцы так его поставили. Так как я его купил не с той стороны. Я его потом, есть видео тоже, подпиливал. Другой стороной ставил. Но это не мотоблок виноват, это наши. Значит, вот этот вот щиток. Вот без него вообще плохо.
А когда идешь по грунту, то земля с колес сыпется на ремень. Ремень эту землю захватит, и если не щитка, она прямиком тебе в фейс летит. Вот, без щитка никак нельзя. И этот щиток, соответственно, здесь вот тоже вот сварка, отламывался и не один раз. Он отламывается, я его привариваю, он отламывается, я его привариваю. Когда мотоблок работает, он дребезжит как ненормальный. Тут со щитком, конечно, тоже китайцы пошутили. Но дело такое, но без него совсем плохо. Вообще я считаю, что щиток должен полностью ремни закрывать, потому что дело это очень опасное ремни. Я когда во дворе стою, вообще его глушу, чтобы дети там руку не всунули. Детей много бегает. В общем, нельзя его без присмотра оставлять в населенном пункте, чтобы никто руку не засунул. В этом отношении он, конечно, довольно опасный. Это минус ремней. Такой большой ременной передачи. Вот. По резине вообще абсолютно никаких проблем. 4 года выдержала, ездит. Пока еще не потрескана, немножко там уже потертая. Ремни, уже говорил, родные. Даже не менял. Они, правда, уже вон стертые. В хламищу. Но еще не лопнули. Тряпки с них не полетели. Работает отлично. Ну, уже не отлично не работает, но еще работает. Бывает уже при нагрузке чуть-чуть поддымливает. Надо их менять, конечно. До конца сезона надо ездить. По сцеплению по диску, я сказал, переворачивал, неправильно стоял. Диск не менялся. С этой части мотоблока практически ничего не делал. По двигателю. Шел в двигателе. В двигателе сразу практически после 20 литров солярки раскис фильтрующий элемент, тоже есть у меня видео. Я его выбросил и там переделал. Видео можно посмотреть, есть. Вот. И больше я им не пользуюсь, потому что шутка, а не фильтрующий элемент. Теперь он такой вот обычный. Автомобильный у меня стоит, чудесно работает. Вот видите, прокладочка не родная стоит. Я крышечку снимал. Ну, снимал я больше ради интереса, что там внутри, а не для того, что там у меня что-то поломалось. То есть практически у меня лично с двигателем особых проблем-то и не было. Вот. Клапана разрегулируются в нем очень быстро. Я их регулирую практически каждый год перед сезоном. Вот. Форсунку раз в 2 года я на стенд ставлю. И, в принципе, падение у меня атмосфер было там, на 20 атмосфер, по-моему, ниже, чем надо. А в допусках так вообще по 10. Можно было, в принципе, и не регулировать. Но я так подрегулирую немножко. Для успокоения совести. Форсунка тоже родная. Все родное. Сколько он сжег за 4 года? Ну, где-то около 400 литров. Много это мало. Да кто его знает, какой там моторесурс у него. Ну, 400 литров он выдержал. Проблем нету. О, где-то я вот еще и не видел. Алюминиевая крышка, где-то я ее цокнул. Ямка. Да, где-то приложился. Ну ладно. Вот. И, в принципе, могу сказать, что двигатель довольно выносливый. Система питания очень примитивная. Запчасти на него есть. Мне еще не пригодились пока. Так что, в принципе, у меня, я считаю, мотоблок. Повезло мне с ним. Мне какого-то он особого геморроя не доставлял. Работу делает. И, собственно, все хорошо. Как бы лично у меня. Ну, теперь пройдемся. Что у людей? Какие типичные поломки у людей? У людей типичные поломки. Ломается тормоз мотоблок, который у меня отключен. Они там по этому поводу переживают. Не знаю, я ним не пользуюсь. Но это такая поломка частая. Ломается. Что-то там кольцо. Там такое устройство, кольцо стоит разжимное. Оно лопает. Вот. И это есть у него такая фишечка, поломка. Летит подшипник выжимной.
часто у людей. Не знаю, у меня стоит родной. Проблем с ним нет. Но тоже частая поломка. Меняют на Жигулевский. По коробке бывает у людей шестерни, валы, шлицы слизываются. Но это больше как исключение, потому что на общее количество мотоблоков такой поломки по коробке там очень мало в процентном количестве. И то можно сказать, что людям больше не повезло, чем это такая постоянная поломка, скажем, болезненного. Ничего подобного. Коробка ходит более-менее нормально, мало кто на нее жалуется. Фреза, ножи. Ножи обламываются. У меня 2 штуки тоже обломанных за 4 года. Но благо они варятся обычным электродом УОНи постоянкой. Варятся намертво. И работает после того очень долго. Главное найти обломанный кусок. Так, дальше поломки какие у людей. Люди там бывает жалуются на скаты. Когда покупают скаты или плохого качества, разлазятся за год буквально. Ну, это касается там 105-й зирки, 135-й. На наших как бы особо не жалуются. Жалуются у нас на то, что продаваны продают колеса. Или разная елочка, или разная высота. Тогда мотоблок начинает тянуть вправо. Вот. Значит, все с этим столкнутся. С этим таким явлением, когда мотоблок тянет в сторону по трассе. Значит, что это означает? Это неизбежно, это у меня такое было. Я там 4 дня ездил, мучился. Вечно его дергал в сторону. Все решилось у меня очень просто. На левом колесе надо делать давление больше, чем на правом. Потому что там висит маховик, он тяжелый. И вес слева мотоблока тяжелее, чем справа. И потому колесо надо накачивать. Здесь больше, там меньше. Ну, я это решил тем, что прямо на трассе спустил правое колесо. И он у меня пошел ровно. И так до сих пор ездит ровно. Так что у кого тянет мотоблок в сторону, смотрите, или резина у вас не такая, как надо, разная по высоте. Или регулируйте это все давлением. В принципе, этот мотоблок идет очень ровно. Можно руль пустить, и он себе будет ровно идти. Так, ну это то, что он тянет в сторону, это больше надо к нему приспособиться. Дальше что у людей бывает? Ну, по сцеплению у людей там особо проблем нет. Единственное, что там люди не могут его никак отрегулировать, оно то водит, то косит. Ну, это тоже, это надо отрегулировать один раз и забыть за него. Потому что, ну, регулировочка там, да, не очень такая. Там очень зазоры большие, и регулировать его не очень приятно. Надо это все вылавливать. Там у людей подшипник или ведет, или буксует сцепление, или вводит сцепление, или решит, или хрустит. Подшипники, да, подшипники, здесь подшипники у людей часто сыпятся. Вот этот подшипничек рассыпается. У меня пока не рассыпался, но сделан он там по законам механики крайне неправильно. Здесь должен стоять радиальный упорный подшипник, стоит обычный радиальный через 100. Он, соответственно, осевой нагрузки не держит. И тут китайцы лоханулись в конструкции. Ну, это чисто просчет конструктора. Если вы найдете такой подшипник радиально упорный, то забудете за этот шкив навсегда. Но, в принципе, при том, что он радиальный, у меня он ходит пока до сих пор. Есть там люфт небольшой уже разбитый, но, в принципе, ездит. Хотя я каждый год откручиваю эту крышечку и проверяю тот подшипник. Потому что это больное место у этого мотоблока. Болячка. Ну, тут по правой части, если его вот так вот разделить, по правой части проблем с мотоблоком нет. По левой. Бывает у людей мотоблок кипит. Вот у меня за 4 года он вообще ни разу не кипел. Вообще ни разу. То есть, если у людей там что-то кипит и что-то кипит, то, скорее всего, там есть с этим проблемы. Скорее всего, даже не с радиатором, а с системой питания. В частности, наверное, с впрыском или форсунка льет, потому он кипит. Потому что вот, на моем опыте за 4 года ни разу у меня эффекта закипания не было. Нет проблем. Второй. Сыпется у людей на этом вот ролике подшипник на натягивающем. Сыпется у людей подшипник там на вентиляторе. Очень частая поломка вот эта прокладка. Вот эта прокладочка. Здесь подшипник сыпется, а вот эта прокладочка
которая стоит между блоком и радиатором, она течет у людей, надо потягивать. У меня тоже за 4 года, слава богу, не бежала. Вот. Второе. У меня это уже стоит 3-я гайка на декомпрессоре, от вибрации улетает в неизвестном направлении, найти невозможно. И кроме того, вот видите, у меня тут этот декомпрессор бегает непонятно как, потому что эта пластинка, дырочка там у нее такая профильная, подвал декомпрессора, эта дырочка уже не профильная, непонятно какая. Я там ее уже и бил молотком. В общем, материал пластиночки не очень хороший. И дырочка эта там разболталась. В общем, а эти гаечки регулярно я теряю. Вот попалась мне какая-то такая гаечка ремонтная, очень туго шла на резьбу. И вот она уже 2-й год стоит, а то задолбался менять. Поэтому у кого гаечка улетит, то как-то или наклеен на герметик сажайте гайки, потому что уходит очень быстро. И хорошо еще если гайки, если только видел, что эта гайка ушла без этого всей приблуды, чтобы потом не искать эти рычажки, ничего не мудрить. Вот второе. Вот у людей бывает вот этот подшипник коленвала со стороны маховика. Тоже приказывает долго жить. Появляются стуки. У меня такого не было, у людей такое бывает. Дальше. Что там еще у людей бывает? Ну, ремни это расходник, я считаю, на них нечего останавливаться. Вот. В основном люди мучатся с впрыском. Не с впрыском, а системой питания. То есть это самая распространенная поломка. По ней надо, наверное, по этой системе отдельное видео снимать. Но я считаю, что лично я считаю, что это, в принципе, поломки, они все от того, что нет опыта общения с дизелями. И, собственно, потому и проблемы. Люди не совсем понимают, как это работает, как это должно работать, лезут куда не надо, а потом сами себе придумывают там горе. И, в общем, с дизелем, системой питания, я бы даже сказал, 90% всех поломок, 90% всех поломок это по системе питания. Значит, у людей очень часто выбрасывает масло вот из этого сапуна. Там они дырочки сверлят, переделывают. В общем, чтобы масло не капало с сапуна, потому что капает. У меня такое было только 1 раз, когда я на крутой горе уронил его мордой вниз, и меня облило этим маслом. Масло с этого носика попало на маховик, влупило по фрезе, вся фреза была черная, вся моя левая рука была черная, мордочка вся моя была черная. Но это моя вина, потому что я его наклонил больше, чем надо, и это масло 1 раз за все время у меня только с сапуна ушло. А так, в принципе, ничего никуда не уходило. Вот. У людей лопают вот эти вот кронштейны чугунные. Ну, верю, что может быть. Скорее всего, рамка или плохо сделана с плохого материала, перекошенная, или сварена неправильно, перекошенная. Ну, бывает болячка у людей, лопает крепление по-живому на чугуну. Бывает, некоторые люди лопают блок мотора на этих лапах. Опять же, ну, скорее всего, рамка неправильно сварена. Такая бывает. В принципе, встречается. И очень неприятная, сказал бы, вообще катастрофа. Бывает часто, ну не совсем часто, люди жалуются на то, что шпонка маховика там разлетается. Маховик лопает. Тоже деталь такая мощная и увесистая, вроде не должна, но встречается. Вот. По шлику проблем нет. Никаких людей там ставят, чтобы большую скорость получить на транспорте, большего диаметра. Я этим не занимаюсь. Вот. Дальше, что у людей там еще на память приходит. Ну, фильтра забытые, это понятно, это расходник. Все такое дело. Бывает у людей вот этот пыптик, это индикатор давления масла, не поднимается. Вот. Ну, я считаю, что это больше связано тоже с вопросами эксплуатации. Льют масло, что не попадя, что нашли. Сам такой, какой свистнул, такой и залил. Оно бывает жидкое, и этот пыптик не поднимается. Потому что система масляная здесь настолько примитивная, что качество масла, в принципе, в этом мотоблоке какое-нибудь, я лично считаю, лить нельзя. Из-за того, что
масло очень примитивное. Масляная система примитивная, потому и такая масляная система, наоборот, она требует масла более качественного. Какое масло лить? Ну, вообще рекомендует полусинтетику. Я езжу на минералке, на шелловской, правда, минералке, на очень хорошие шелловские минералки. Вот уже 4-й год. Проблем нет. Хоть и минералка, правда, зимой я его не эксплуатирую. Зимой он у меня спит в помещении в накрытом, засынает там в 11 месяце и раньше марта вообще нос оттуда не показывает. Поэтому меня минералка устраивает. Ну, а кто ездит зимой, то ему, конечно, надо полусинтетику лить, потому что минералка будет вязнуть. А эта масляная система очень боится вязкого масла. Можно угрохать всего мотора. Вот. Ну, по мотору часто бывает на форуме. И так люди обращаются. Там то форсунка не работает, то поршня оборвала, то кольца. То еще что-то. В основном с поршневой группой проблемы у людей. Ну, опять же, кто сколько работает, кто как эксплуатирует. Мне повезло, у меня такого нет. У меня абсолютно ничего нет. Я даже головку ни разу не снимал. Я пробовал ее подтянуть. Слава богу, у меня с завода была затянута. Я это все дело бросил. Единственное, что я тут делаю, форсунка клапана. Форсунка клапана, масло. Все, больше ничего я тут не делаю. Езжу я на воде. Был одно время у меня тосол. Ну, был, да и был. Почему был? Потому что этот краник, вот, это, блин, это просто болячка. Он вечно капает, притом капает он у всех поголовно. Абсолютно у всех. И к моему стыду на меня еще до сих пор стоит китайский, капающий. Правда, забит уже молотком, так уже там ничего не капает. Но когда я залил тосол, и он у меня ушел зимовать, вот, весь тосол скапал с того краника. И с тех пор я просто лью воду, не заморачиваюсь. Вот. И вот еще одна болячка, крышка бака. Здесь китайцы все сделали для того, чтобы оно капало, бежало. Металл ложится на металл. Колечко это мое. Люди тоже там извращаются. Кто там поролон в середину пихает, кто кулек целлофановый. Но вообще, когда вы ее купите, будете ехать по дороге, таблок будет шататься, и солярка будет выплескиваться наружу. Я решил это так. Вот у меня резиновое кольцо от трактора Deutz, от топливной аппаратуры. Оно сюда как раз чудесно вот подходит. Я его так ложу. Вот так вот накрываю. Больше еще. Вот. Проблем у меня с этим нет уже больше. То колечко тоже 4 года уже стоит. Задубело. Ну, держит. Вот так. Так у меня это решено. Ну и в принципе все. В основном мотоблок, я лично считаю, своих денег отрабатывает. Помощник в хозяйстве очень хороший. Не итальянец, конечно, тяжелый. В междурядьях им работать не айс. Это он больше, скажем, предназначен для сплошного поля. Там он, конечно, царь и бог. В междурядьях, на подгортании, там, допустим, картошки, на прополке, он, конечно, немножко там как корова на льду, и там уже желательно, кто по междурядям бегает, им такой мотоблок не надо большой. Им надо мотоблок уже там 105-я звезда, там другие фавориты, салюты, веймы всякие, там, среднячки такие. Есть более удобные, скажем, более легкие, более верткие. Такие в междурядьях хорошо забегают. А этот, конечно, в междурядьях корова. В междурядьях и междурядьях это не его стихия. Его стихия прицеп. И его стихия сплошной обработок. И в частности фреза. Это его такой, это его самый большой плюс, ради чего я его и купил. Только ради этой фрезы. Это его стихия. Все маленькое. Это уже дальше не его. Я бы даже сказал, что в саде, если деревья там густо насажены или кустарники, то по саду он тоже не пойдет. Ну, а если у кого сад
такой промышленный такой, не засаженный там цветочками, палисадничками, как у меня, то там он тоже, конечно, в междурядьях незаменим. Но единственное, что у кого там малина, клубника и все такое, то фреза 80 миллиметров, ой, 80 сантиметров, трошки большая для этого дела. Там 60-50 максимум надо. Ну, я решаю так, что просто ножи снимаю крайне. Вот. И тогда я влезаю в это все дело. Кожух снимаю, чтобы видно было. Но все-таки он там валами немножко мнет эту клубничку. Но тем не менее, хорошо то, что клубничка, растение не очень прихотливое. И на то, что я там ее чуть помяла, она ложила, себе отросла. И все хорошо. В общем, вот такой длиннезный обзор. Такой вот, я считаю, затянутый, неправильный. Но об этом мотоблоке можно говорить сутками. В принципе, машина хорошая. Бояться не надо. Отличная. Преимущество дизеля в том, что не боится ни снега, ни града, ни грязи. Ничего вообще не боится. Прет как танк. Ни свечи не заливается, ни бензин на качество не влияет. В общем, дизель это то, что надо. Работать приятно, тяга отличная. Прет как танк. Прицеп тянет отлично. Кто там строится, песочка где-то привезти надо без питань. В общем, лично я считаю, что это в моей жизни одна из удачных покупок, которая себя оправдывает на все 100. Которая, в принципе, уже свои деньги даже отработала за 4 года, потраченные на него. Надеюсь, и дальше будет отрабатывать. В ремонте очень несложный. Ну, конечно, если люди с ремонтами никогда не стыкались, то там и «Жигули» сложно отремонтировать, тем более мотоблок. А вообще, ну, по моей профессии, как я сам по профессии, вроде как инженер-механик, то для меня это как два пальца об асфальт. Я его не боюсь. В принципе, надо сказать, что я с ними проблем не имею. Так что вот такое вот дело. Смотрите, выбирайте, покупайте. Если он вам подходит под ваши нужды, техника, скажем так, неплохая. Ищите, цены подешевле. Тыкайте продаваном носом по мощности двигателя, когда будет вам врач. И вперед сельское хозяйство поднимать. Ладно, будем сейчас фрезеровать. Вот. Ну и к концу всего сказанного. Вот он, зафрезеровал удочку. И вот качество фрезеровки. Вот, собственно, это его самый большой плюс этого мотоблока. Это фреза. То есть, если возьмем, вот глубина. Можем в другом месте попробовать, где пониже. Вот борозда. Вот глубина фрезы, на которой она берет. Вот. Фреза тут сила. Ну, надо сказать, что тут и плужок в комплекте идет. И тоже своих 18-20 сантиметров легонечко пашет. Но, правда, за ним надо бегать. Что, в принципе, довольно утомительно. Ну и напоследок, вот такая вот беда. Вот с таким звуком он должен работать. Это, я считаю, тихий звук. Это его родной голос. Так что определяйтесь, покупайте, не жалейте, вливайтесь в ряды. Всем пока.